Всем привет! Рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я покажу и расскажу, стоит ли покупать 13 Pro iPhone. Я недавно его купила, расскажу свой опыт. Я перед покупкой смотрела много таких видеороликов, вот, и мне было интересно перед покупкой сравнить, стоит ли его менять, свой 11 на 13, стоит ли его вообще покупать, насколько разумна эта покупка, поэтому я решила снять такое же видео уже со своим мнением. Поэтому, если тебе интересно, оставайся, ставь лайк и подписывайся. Я люблю, целую, и погнали! Так, расскажу, как выглядит у меня 13 iPhone. 13 iPhone, я на него сейчас снимаю видео, вы сможете посмотреть качество. Я снимаю, напишу здесь, какие расширения я использую. Вот, коробка уменьшилась в 2 раза, нету зарядки, вот, классного блочка нету. Но я свой от планшета использовала, очень классный. Начнем вообще с цены. Цена стоила 1200 с чем-то долларов, и по гривне это 50 300 мне выходило. Я его купила на Черную пятницу купила телефон, вот, и я мониторила в течение 2 месяцев цену, и за месяц до Черной пятницы телефон стоил 45 тысяч, а в Черную пятницу стоил уже 50 тысяч, и это не связано только с курсом валюты, это связано просто с каким-то, именно в долларах он повысился, вот, почему я вообще не взяла 14 Pro, потому что 14 Pro, во-первых, у него AirSync, которая на AirSync он стоит 58 выходил мне тысяч, а без AirSync 63 тысячи, и 63 тысячи переплачивать 13 тысяч за похожие, они похожи, у них похожая комплекция, только стабилизация, которую мне лично очень хотелось, была лучше, ну и экран, который, если вы хотите сильно понтоваться, то может быть, типа вот это островок, но он не многофункциональный, подурачиться пару дней и забыть, 13 тысяч переплачивать я не видела смысла. Так, покажу, почему я вообще купила телефон. Это мой старенький телефончик. Сейчас покажу, как он выглядит. Он выглядит, конечно, идеально. Вот такой беленький малышка. Но в последнее время камера ухудшилась зарядка, батарея вообще вся, в общем. Мне очень не понравилось качество. За 2 года использования были видны шумы. Шумы на фотографиях, например, когда нету солнца, либо когда какой-то, знаете, туман. Не туман, а, знаете, такое затемнение, темная такая пасмурная погода, и очень было видно прям в крапинку фотографии, что мне очень не нравилось, хотя я его не роняю, все с ним хорошо. Также фронталка на 13 Pro намного лучше, и мне очень сильно зашло макролинза, то есть ты можешь снимать съемки, я очень много фотографирую одежды вблизи. Можно делать классные крутые кадры, близкие, что мне очень нравится. Я не сильно привыкла к сменяющейся настройках. Например, вы снимаете видео и близко приближаете кадр, камера как будто переключается, и это видно. Вот это мне немножко раздражает в 13 Pro айфоне. Вот. Но сама по себе камера очень крутая. Вот, вы можете снимать клевые кадры, вы сможете, я сейчас балуюсь с видеоредактором, то есть я немножко затемняю, что можно сделать на 11, но я видела очень крутую разницу в покупке этих телефонов. Все, одна камера. Кстати, на телефоне 13 Pro очень яркая камера, а в 11 я вообще просто не то что размазана, но очень серая и плохо себя вижу. А в 13 Pro я прям яркая-яркая. Вот, и синий свитерок, прям видите, видно его качество. Так, мы посмотрим. Кому вообще нужно покупать? Если у вас обычный вообще человек, который не снимает контент, вы, например, просто позвонить, какие-то шустрые действия в соцсетях, что-то поделать, пописать, покупайте 11, сейчас был версия, очень классные цены на них, варьируются. Я покупала свои за 21 тысячу 2 года назад, и сейчас очень классно можно и за 13 купить.
11, можно, не знаю, там у друзей, знакомых еще дешевле купить. Если у вас есть лишние деньги, вы снимаете много контента, много каких-то фотографий, вам интересно настройки, которые здесь можно. Я еще не до всего дошла, тут просто вау. И если вам интересно именно такое, то, конечно, у вас есть лишние финансы, которые вы можете позволить себе купить 13 Pro, потому что это будет в долгосрочной перспективе. 11 еще актуальный, но это будет еще год, а 13 Pro вы можете еще года 3, думаю, пользоваться им, и будет просто восторг, классный разрыв. Сейчас я выделила несколько телефонов, которые являются взрывными. Это 7, это 11 и это 13 Pro. Или обычный 13, кстати, тоже неплохой. Это 3 телефона, которые, по моему мнению, являются взрывами, то есть их надолго хватает, они долго оставались актуальными, вот, и их вложение в этот телефон, то есть они окупаются за несколько лет. Мне нравится в Apple классная, вообще у них система, экосистема, где наушники, я включаю наушники у меня от Apple, и я смотрю видео на планшете, вот, работают наушники, я включаю видео на телефоне, они автоматически переключились, мне не нужно ничего делать. Потом фотографии с телефона, они пересылаются у меня в мой iPad, и что очень удобно, и ты можешь не сбрасывать, не скидывать ничего. Также мне очень нравится яркость. Кстати, яркость в 13 Pro улучшилась, чем в 11. В 11 он немножко тусклее. Мне кажется, это из-за OLED-дисплея. Ну, технари скажут. Я, если честно, не сильно разбиралась, но вот для обычного обывателя при сравнении этих двух экранов 13 Pro будет намного ярче. Камера. Камера вроде бы, многие скажут, не отличается, но зрительно она очень большая разница, потому что намного все четче стала картинка, а классный звук стал, кстати, лучше. Фронтальная камера улучшилась. Она, конечно, не идеальна, но есть, кстати, отслеживание лица, что очень мне нравится. Вот. И вообще вот эта макролинза. Тут еще, кстати, есть самую главную фишку забыла рассказать. Кинорежим, где ты можешь выделять фон, и сзади будет размываться. Очень классная штука, такие есть на профессиональных камерах, но там с помощью делается диафрагмы, а в 13 Pro она делается с помощью скажите мне, с помощью интеллектуального разума этого телефона, вот, и размывает фон, делает это, кстати, качественно, и плюс при постобработке вы можете выделять эффект, если вы выделили на видео, например, коробку, да, а потом вы хотите перебросить на свечку, вы, если сразу этого не сделали, вы можете в постобработке это сделать, и это очень классная функция, то есть вы можете в постобработке изменить данные функции, если вы в самом начале как-то, ну, что-то по-другому захотели сделать. Я вроде бы рассказала все. Кстати, мой телефон покупала в Ябко. Мое мнение по поводу телефона, он очень крутой. Если у вас есть лишние финансы, как я уже повторяюсь немножко, если есть лишние финансы, берите 13 Pro, но 11 до сих пор актуальный. Просто если вы контент-мейкер, как я, и хотите делать что-то очень креативное и новое, и вообще я люблю менять телефоны, потому что люблю привыкать к чему-то новому, меняться, и мне это очень нравится, и в технике я обожаю что-то изучать новое, поэтому если вам интересно все такое, как я, то берите 13, да, немножко дороговато, ладно, признаемся честно, дорого. Но это классное ощущение, классный телефон, и он стоит своих денег. Кстати, по весу 13 Pro тяжелее 11, этого я не сказала. И в самом начале это очень чувствуется, но спустя неделю я вообще не замечаю и ношу телефон раз, два, три. Вообще у меня нету какой-то тяжести в руке, и все отлично. Спасибо, это все, что, наверное, я хотела сказать. Спасибо за то, что смотрели, и я надеюсь, что вам очень понравилось. Подписывайся, люблю, целую, смотрите мои прошлые видео, и до встречи!